Друзья, всем привет, с вами Михаил, я авиаблогер из Екатеринбурга. Но за моей спиной не аэропорт Кольцово, а аэропорт Кургана, где я уже был 2 года назад, открывал первый рейс в Ханты-Мансийск. Если вы давно подписаны на мой канал, то видели это видео. Если впервые, то нужно обязательно подписаться, вот где-то сейчас колокольчик, и не пропускать уведомления. Тогда был первый рейс ЮТР в Ханты-Мансийск, и примерно тогда же открывался рейс в Сургут. Но в прошлый раз я выбрал Ханты-Мансийск, вот спустя 2 года я лечу в Сургут. Сегодня 22 апреля, вылет в 4:55 ночи, прилет в 7 часов 10 минут, то есть пути 2 часа 15 минут. Я думаю, это вполне реальное время. Стоимость авиабилета сейчас составляет чуть больше 2100 рублей. В мае вроде бы будет некоторое повышение рублей на 500, причем из Екатеринбурга цена примерно от 5000, а из Тюмени в Сургут, соответственно, еще выше почему-то, 1006. Сейчас посмотрим аэропорт, он там модернизируется. Аэропортовую площадь мы тоже посмотрим и пойдем на посадку. Ну, в принципе, сейчас достаточно холодно. Вы видите, пар изо рта идет, минус 5 градусов. Поэтому я пойду в терминал погреюсь. Но все-таки посмотрим, что здесь есть вокруг. Да, и в последнее время мне не удается часто летать, потому что цены на авиабилеты сейчас поднялись. И цены на продукты, и вообще жизнь подорожала. Поэтому, если вы хотите мне помочь, несмотря на то, что спонсорство отключили, то можете найти мой Яндекс кошелек, или он Юмани сейчас называется, в описании в разделе о канале. Аэропортовая площадь неплохо выглядит. Наверное, вот это новые скамейки, новая аллея сделана. По дороге к аэропорту вы можете увидеть вот такие местные символы. То есть это герб Кургана или Курганской области. Сейчас в аэропорту идет ремонт. И он работает не круглосуточно, и получается, что не каждый день. Сейчас мы туда подойдем и посмотрим график работы. Сейчас идет ремонт аэропорта как внутри, так и снаружи. Аэропортовая площадь сейчас достаточно грязная, рядом с терминалом, точнее сказать, с созданием аэровокзала, потому что идет ремонт. Здесь стоянка такси, и аэропортовая площадь скорее выдается вперед. Рядом авиамузей, который работает днем, и бизнес-центр «Космос». А вот и прибыл наш самолет ЮТР из Сургута. Наверное, так. Других бортов я здесь не вижу. Слева от терминала, соответственно, открывается вид на летное поле. Аэропорт работает временно, не круглосуточно, вот его расписание. До 1 мая.
играми, портативными видеокамерами, видеорегистраторами, переносными телефонами и другой электронной аппаратурой. Туалет отремонтированный, в приличном состоянии. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что общий вес багажа, перевозимого пассажиром в экономическом классе обслуживания авиакомпании ЮТ, включая ручную кладь, зависит от типа тарифа авиабилета. Авиабилет приобретенный по тарифу без багажа, предусмотрено бесплатную перевозку только ручной клади в салоне самолета. Каждое место багажа в таком случае перевозится за отдельную плату, установленную авиакомпанией. Доброй ночи. Так, вот мой посадочный. Спасибо. Здравствуйте. Доброе утро, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Александр Васильев, моего коллегу зовут Денис Иванов, старшего бортпроводника зовут Татьяна Николина. Наш экипаж от имени авиакомпании ЮТР приветствует вас на борту самолета АТР-72, выполняющего рейс номер 148 по маршруту Курган-Сургут. Наш полет будет проходить на высоте 5800 метров, время в пути составит 2 часа ровно. Наш полет будет проходить вблизи таких городов, как Тюмень, Тобольск. Разница во времени между городами отсутствует. Сейчас мы ожидаем разрешения на запуск двигателей. Рассчитываем на вылет через 15 минут. Информирую вас о том, что в целях обеспечения вашей безопасности необходимо оставлять ремень безопасности застегнутым на протяжении всего полета, пока вы занимаете ваше кресло. Желаю вам приятного полета, благодарю за внимание. Добро пожаловать на борт самолета АТР-72 авиакомпании ЮТР. Ladies and gentlemen, welcome to onboard the ATR-72 aircraft of the UTR. Наш самолет оснащен аварийно-спасательным оборудованием. Our aircraft is fitted with emergency equipment. Наш самолет имеет 4 аварийных выхода. Выходы расположены 2 в носовой части, 2 в хвостовой части самолета. Our aircraft has 4 emergency exits. 2 exits located in the front and 2 exits located at the end of the aircraft. Дамы и господа, каждый выход обозначен цветовым табло «Выход». Every exit is marked with an exit sign. Световая дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. The illuminated track will direct you to the exit. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Pay attention to the exit nearest to you. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут после включения табло «Застегните ремень». Your seatbelt should be fastened after the fasten seatbelt sign is illuminated. Посмотрите, как им пользоваться. Now I'll show you how to use it. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ее. To fasten the seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To unfasten the seatbelt, lift the buckle tab. Дамы и господа, наш самолет оснащен кислородным оборудованием. Кислородная маска находится в панели над креслами. Our aircraft is equipped with oxygen equipment. An oxygen mask is located in the panel above the seats. При ухудшении самочувствия вследствие разгерметизации пассажирского салона можно воспользоваться кислородной маской, которую предложит бортпроводник. If you are feeling unwell due to the decompression of the cabin,
One of our cabin attendants will offer you an oxygen mask. Возьмите маску, плотно прижмите к носу и рту и дышите нормально. Take the mask, press it firmly against your nose and mouth, and breathe normally. Более подробную информацию вы можете получить из инструкции безопасности, которая находится в кармане стоящего кресла и трафаретами, внесенных впереди. For more details, please refer to the instruction card located in the seat pockets across you, cabin hostess, doors and edges. Дамы и господа, просим вас приготовиться к взлету. Убрать откидной столик, опустить подлокотники вниз, открыть шторку иллюминатора, застегнуть и затянуть ремень безопасности, перевести электронные устройства и мобильные телефоны в авиарежим. Не использовать персональные наушники во время руления и взлета самолета. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, to prepare for takeoff, please stow your table, lower your armrest, open your window shade, fasten and tighten your seatbelt, switch your mobile phones and electronic devices to airplane mode. Do not use personal earphones during taxi and takeoff. Thank you for your attention.
Когда наш самолет произвел посадку в аэропорту города Сургут. Температура воздуха минус 11 градусов. Местное время 6 часов 53 минуты. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности до выключения табло, застегните ремни. Пожалуйста, проверьте карман впереди стоящего кресла на предмет забытых вещей. Уважаемые пассажиры, на сайте авиакомпании ТР вы можете приобрести авиабилеты по выгодным ценам, без комиссий, агентских сборов и посреднических услуг. Покупая билеты на сайте, вы экономите время и деньги. Летайте выгодно с программой лояльности ЮТР «Статус». Получите мили за полеты, совершенные в течение года, и оплачивайте билеты по курсу 1 миля 1 рубль. Узнайте больше о привилегиях «Статус» на сайте udr.ru. Благодарю за внимание. Говорит командир корабля. Наш рейс окончен. Мы благодарим вас за то, что вы выбрали авиакомпанию ЮТР и будем рады новой встрече с вами. Всего хорошего, до свидания. До свидания, спасибо за рейс.
Да, конечно, угоревшие. Из аэропорта можно уехать вот в эти города по этим ценам справа. Здесь какой-то местный этнический уголок. Да, вот называется этническая зона. Честно говоря, в других аэропортах такого не видел. Ну или не помню, чтобы видел. А может быть и нет нигде. Но здесь очень оригинально. Конечно, я не во всех аэропортах был, но там, где был, точно не видел. Очень интересно. Номер 4, 5. Начинается регистрация. Авиабилетов и оформление багажа на рейс. Номер 477. Авиакомпания «Юдея» по маршруту Цюгуль, Самара, Урумчи. Зарегистрированные пассажиры приглашаем пройти. На втором этаже фотовыставка, посвященная Сургуту. И, может быть, аэропорт. Да, здесь тоже есть. Ресторан находится здесь же, на втором этаже. Сделанный в морском стиле. На втором этаже вот такие интересные кресла, в которых можно расслабиться. Такие кресла можно редко встретить где-либо вообще, в каком бы то ни было российском аэропорте. Даже не припомню, где я такое встречал. Аэропортовая площадь, там Ютейр, что-то, авиакомпания, не знаю что. Это, ну, видимо, какая-то часть терминала. Я, честно говоря, тут не разобрался, где тут какие вылеты, где какой терминал. Ну, посмотрю еще дополнительную информацию. В случае обнаружения на территории подозрительных вещей, предметов, оставленных неизвестными лицами, необходимо, не прикасаясь к... Терминалы соединены между собой не только внизу, но и вверху.
можно пройти через верхний проход. Вот такой терминал, и там маленькая вышка управления старого образца. Аэропортовая площадь вот так выглядит. Здесь один въезд и там же выезд. В той стороне находится автостанция и остановки автобусов общественного транспорта. Здесь 2 автобуса и 1 маршрутка ходит в центр города. Здесь напротив какое-то здание, наверное, относится к UTair. Там вышка диспетчерская, ну, в общем-то, и все. Здесь еще стоит какой-то катер на воздушной подушке или на тяге винтовой, как он правильно называется. Друзья, аэропорт Сургута впервые в моих обзорах. На улице минус 11 градусов, это очень холодно, поэтому очень короткие итоги. Аэропорт Кургана развивается, модернизируется, это хорошо, но как там не было обратной связи по съемкам, так и нет. То есть аэропорт достаточно не клиентоориентированный или клиента не ориентированный, как угодно, поэтому с прошлого раза, с 2-летней давности, он из черного списка так и не вылазит. Авиакомпания UTair, ну тут все отлично, 5 баллов, даже плюсик лично от меня. И там интересные моменты вы видели, которые я сам не видел. Вот я подметил и вам их показал. Надеюсь, они вам понравились. И авиакомпания тоже понравилась. Рекомендую ее к перелетам. И аэропорт Сургута. В целом аэропорт очень даже неплохой. Что в Кургане, что в Сургуте удалось сделать так, чтобы не было никаких проблем по съемкам. Внутри там достаточно все интересно, много сервисов, но на самом деле аэропорт запрещает проводить съемки. Поэтому там за кое-какие попытки поспособствовать съемкам я поставлю 1 балл, к имеющемуся 1, итого всего 2 балла, а это, друзья, все равно черный список. И я тоже, как и аэропорт Кургана, аэропорт Сургута не рекомендую к съемкам. Тем более там есть некоторые моменты. Один отрицательный момент – это отсутствие зарядных устройств в достаточном количестве и розеток. Поэтому очень многие пассажиры ходят, ищут возможность зарядить свои гаджеты. И второй момент. Рядом с лентой на входе есть 2 маленьких штыречка, поэтому вы смотрите, не запнитесь и не упадите. Хотя я обозначил их сотрудникам, но не знаю, на момент, когда вы будете смотреть, это где-то будут уже майские праздники, будет сделано или нет. Обратно я поеду на поезде. Всем хорошей погоды в мае, когда вы уже будете смотреть это видео. Всем солнца, всем пока.